Вопрос от Эльвиры Манановой. Она пишет: подписалась, так как тема очень интересная, ждем с нетерпением. Вопрос. У меня хронический геморрой, и при дефекации выпадает кишка. Традиционно у врача прошла лечение, мази, свечи, таблетки, но результат очень маленький. Хочется поголодать, но понимаю, что на долгосрочные голодания мне нельзя, так как нельзя использовать клизмы. По информации с интернета я поняла, что при голоде на 24 или 36 часов можно не делать клизмы. В вашем видео вы говорите, что вы перед входом делаете клизму. Это потому что сухое голодание? Как мне быть, не знаю. Скачайте, наверное, скажите, пожалуйста, какое голодание вы можете мне посоветовать. Я перелопатила массу информации. Значит, смотрите, Эльвира, во-первых. Я нигде не говорила, что делаю клизмы, потому что я их не делаю. Они мне не подходят. И вообще я эту процедуру не люблю, но она мне не подходит по типу моего тела. Но некоторым такой метод очень хорошо подойдет. На начальном, во всяком случае, периоде. Я делала первые разы Шанг-Пракшалану. Смотрите, врачи часто против лечения геморроя голоданием, а представители нетрадиционной медицины уверены, что голодание благотворно сказывается на организме, и в том числе на этом недуге. При коротком голодании как раз усиливается противовоспалительный эффект и природная защита организма. Лучше вам всего интервальное голодание 8 на 16, то есть 8 часов вы кушаете то, что вам назначит врач, вам важно с ним иметь контакт понемножку, а 16 часов вы голодаете, но вы пьете обязательно жидкость, вам нельзя сухое голодание. В любом случае, при такой болезни длительное голодание противопоказано совершенно точно, только кратковременное, максимум до 3 дней, больше нельзя. Употребление воды при голодании где-то 40-60 мл на килограмм. Сначала вы начинаете с 12 часов, потом переходите на 24 и максимум 3 дня, не больше, больше нельзя. На выходе вам можно кушать салат щетка, судя по информации, да, морковь, капуста и свекла. Хотя, например, с другой стороны, мне кажется, что капуста не очень хорошо таким больным. Так что надо обязательно спросить врача, надо вам капусту туда включать или лучше оставить свеклу и морковь. В общем, в любом случае проконсультироваться с врачом-проктологом и начать практиковать на воде голодание и на травах. Сухое совершенно точно не подойдет, вам нужна жидкость. Самое подходящее вам это голодание на отварах трав. Используются только лекарственные травы с антигеморройным эффектом. Они уберут и воспаление, и боль, и стул будет лучше, и иммунитет повысится. Можно пить чай из чабреца, мяты, крапивы, шалфея, ромашки. Можно добавлять всякие лимон, корицу, что вам, мед, что вам приятно на вкус. Можно, наверное, эту куркуму, я думаю. Надо спросить врача опять-таки. Значит, как обычно, завариваете, сколько там, 2 столовые ложки на большой стакан воды, кипятка, и заварить минут 20, чтобы 30 постояло, немножко остыло. Вы можете пить по стакану каждый час, если вам столько влезет, но не больше. Я, например, столько не выдержала бы каждый час пить. Для больных геморроем можно чередовать этот чай со свежевыжатым соком, лучше фруктовыми. Да и ягодные, в смысле не из бутылки. На выходе вам можно кушать первые 2 дня только фруктовые пюре, потом салаты, опять-таки надо с врачом посоветоваться, можно ли капусту, потом кашки, кисломолочные продукты, кефир и всякое такое, ряженку можно, наверное. А потом уже можно и постное мясо и рыбу. Насчет салатов посоветуйтесь с врачом, потому что есть совершенно точно конкретные противопоказания к голоду у больных геморроем, поэтому консультация с врачом-проктологом обязательно, потому что у каждого пациента есть свои заморочки на этот счет, и врач лучше знает, что вам можно, а что не можно. Если у вас во время, вы начали голодать, проявляются какие-то побочные явления нехорошие, как непроходящая тошнота, головокружение, головные боли, запор,
переутомление вы чувствуете, то вам голодать дальше нельзя просто. Вы должны связаться с врачом, и он вам скажет, что делать. Но, скорее всего, вам надо прекратить голодание прямо на этом месте. Но по отзывам видно, что голодание помогает все-таки, но надо это практиковать регулярно и правильно питаться. Диету вам должен назначить ваш врач. Он знает точно, что вам лучше всего кушать. Я думаю, что я ответила, да, на вопрос. Если еще какие-то там, ну вы все пишите в комментарии, если что. Следующий вопрос. Значит, дальше. Аида Бархатова задает вопрос. Есть мнение, что если долго практиковать сухой голод, это может повлиять на мозговые функции в старости. Я уже слышала про то, что мозг отсыхает, но вот это из этой категории. Что там также происходит отмирание клеток. До конца лечебный голод не изучен. И хотелось бы узнать, сколько лет лечебный голод существует. Спасибо. Аида, сейчас отвечу, постараюсь ответить на ваш вопрос. Польза голодания научно доказана сотнями исследований. Исследования показали, что ограничение потребления калорий или голодание может увеличить продолжительность жизни, увеличить нейрогенез. Это производство нейтронов. Снизить окислительные процессы, сбалансировать уровень инсулина и улучшить пластичность мозга. Исследования сухого голодания показали уменьшение воспалений, снижение артериального давления и сбалансированный уровень глюкозы. Кстати, сухое голодание защищает мозг, производя кетоны. Слово кетон произошло от старого немецкого слова акетон, ацетон. Кетоновые тела уменьшают в мозгу две вещи. Глютамат, который, если его не регулировать, может вызвать гибель нейтронов, и окислительный стресс. Одно исследование показало, что сухой пост во время Рамадана у мусульман увеличивает уровень нейротрофина. Нейротрофины – это белки, которые способствуют выживанию и росту нейронов. Помощь при аутоиммунных заболеваниях производится через голодание. Голодание запускает процесс автофагии. Я уже про нее говорила, но автофагия – это программа переработки, которая позволяет поврежденным или неправильно свернутым белкам расщепляться на целые вот такие органические клетки и затем повторно использоваться. Это очень хорошо, потому что поврежденные и нефункционирующие клетки, они создают нагрузку на систему организма. Смотрите. Автофагия происходит потихоньку всегда в нашем организме, но она активизируется именно в стрессовых ситуациях, таких как вот сухое голодание, которое может инициировать апоптоз или так называемую автофагосомную гибель клеток, не апоптотическую, запрограммированную гибель клеток. Таким образом, автофагия является механизмом обеспечения выживания отдельной клетки, но в то же время это также программа самоубийства для поврежденных клеток, чтобы обеспечить выживание многоклеточного организма. Сложно, поэтому записала, но не знаю, это очень так наглядно и понятно, мне кажется. И это огромная польза для нашего здоровья. И абсолютно естественное. К сожалению, мы сами мешаем этой автофагии, постоянно что-то жуя, особенно употребляя высококалорийные газированные напитки. Однако мы можем очень эффективно использовать автофагию через сухой голод. Через любой голод, но через сухой особенно. Сколько лечебный голод существует, я не знаю, но судя по тому, что это есть в обычаях и ритуалах, то очень и очень давно, как форма очищения, покаяния, самодисциплины или для того, чтобы почувствовать себя ближе к своим богам. Пост практикуется в христианстве во время Великого Поста, в исламе во время Рамадана, в буддизме для поддержания медитации и также в других религиях. Следующий вопрос. Вопрос задает Эльвира Мананова. Расскажите, пожалуйста, обязательно об ваших изменениях в здоровье на данный момент. Шум в ушах, головные боли и так далее. Это первая часть вопроса.
Я периодически рассказываю, что со мной происходит, потому что это для меня важно. Через некоторое время я забуду, что происходило. Я страдала, реально страдала от сильнейших и продолжительных мигрений лет 20. И этих мигрений нет со второго раза практики. И до сих пор нету. Шум в ушах не прошел, но я его как-то не замечаю. Глаз мой, тот, который плохо видел, видит плохо, но при сухом голодании вот именно эта катаракта, она усугубляется. Но мне полюбовно нужна операция, поэтому как бы я этот вопрос больше не поднимаю, просто продолжаю дальше практиковать, мне все равно менять надо хрусталик. Могу сказать то, что вот на днях меня укусила оса, и у меня проявилась аллергическая реакция больше, чем когда-либо. То есть у меня не было никакой реакции на укусы, либо это оса какая-то особо ядовитая, либо это у меня появилась какая-то аллергия, не знаю. Но мне самое важное, что у меня нет мигрени. Это была самая большая проблема у меня. И, значит, это вопрос, вторая часть. Между голоданиями, как вы питаетесь по дням? Допустим, суббота голод, воскресенье выход, я ем, потом понедельник, что я ем, во вторник и так далее. Если мы берем конкретно вот мой пример, мне удобнее голодать по средам. Я завтракаю, например, во вторник, как обычно, и сразу могу выпить слабительное, если я в этот день на слабительном. Оно подействует позже, вот как раз к 17 часам, 18 вечера, когда уже я буду входить в голод. Можно выпить, кто любит, отвар сены. Я просто не люблю вот этот вкус, поэтому мне слабительное легче выпить. Лучше было бы не завтракать в этот день и оставаться на легкой сырой пище, вот овощи, фрукты, соки. Я пробовала, у меня не получается вот хорошо войти в голод. У меня настроение какое-то не такое, я голодная целый день. И поэтому я легко завтракаю и все, и перехожу на воду до 17 часов, и все, и как бы и вхожу в голод. У меня вот завтрак утром, и целый день я не ем. Значит, вечером вы очищаете желудок, это я все про вход, и входите в пищевую паузу. Значит, в среду я уже не ем ничего и не пью, а четверг, весь четверг на легкой пище. То есть сначала вода с лимоном, потом сок с водой, потом просто сок, лучше прозрачный. В обед я ем суп или салат. Лучше оставаться на сыроедческой пище. У меня не очень это получается пока. Ну, я стараюсь только на овощах, фруктах, больше на фруктах. И, значит, все это без масла, желательно, ну, без всякой заправки. Но вот суп, когда я ем, мне как-то сразу отпадает вообще желание дальше что-то есть, поэтому я вот на такой легкой пище. В пятницу у меня обычное питание. Ну, оно у меня всегда разное. Я не могу сказать, я ем то, 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 то. Я вот на этой неделе ем так, а на следующей по-другому. То есть это смотря, что хочется. Но после того, как начала я вообще практиковать сухое голодание, я ем мало. Я ем все, но ем маленькими порциями. Расскажу просто свой рацион для примера, чтобы было понятно. Например, утром полстакана воды, которая стояла на солнце, у нас стоит бутылка на солнце. Иногда я забываю это делать, но лучше не забывать и начинать именно с воды. Потом обязательно кофе, ну люблю я кофе. Булочка, например, сыр или что-то сладкое. Мне по утрам хочется сладкое. Можно мед или варенье. Иногда редко, это очень редко, бекон. Могу съесть еще амарантовой каши. Это отличная вещь, ссылка тоже там будет в описании, но она стоит, по-моему, в плейлисте «Сухое голодание». Или вместо всего этого, то есть кофе и, например, сырники с медом. Все. В обед у меня суп или борщ. В общем, желательно что-то жидкое. Я очень люблю, у меня часто бывает жидкое, не каждый день, но я люблю вот на супчиках посидеть. Например, кусочек рыбы, салат, чуть-чуть картошки, может какие-то жареные овощи, может и без них, и практически без хлеба или очень маленький кусочек. Я хлеб ем только утром. На десерт летом, например, арбуз после вот еды или мороженое, или если прохладно на улице, то чай с молоком, если хочется с чем-то печеным. Ну, тоже там чуть-чуть. Хочу сказать, что мы не ужинаем. Вечером у нас каждый ест, сам берет то, что хочет. Я часто
про себя, да, вот говорю про меня. Часто ем семечки, орешки или пудинг, или йогурт. Тоже опять яблоко могу съесть. В общем, каждый день по-разному. Я могу на фруктах, могу выпить чашку капучино и все. Яйца, молоко, мясо я вообще, как бы вообще ем очень редко. Может, один раз в неделю, а то и ни разу. Рыбу тоже раза 3 в неделю где-то ем, а может и меньше. Я очень быстро насыщаюсь, и уже после тарелки супа, как бы мне уже я сыта, и мне уже есть ничего не хочется. Мне не чужды и чебуреки, вареники, и там шашлык, что-нибудь такое. Надо же удовольствие от еды получать. Вот тогда она идет впрок, если вы получаете удовольствие от еды. Но это редко. Так же, как, например, макароны и рис, очень-очень редко. Во-первых, я не люблю эти продукты. Во-вторых, ну, иногда хочется, например, такие китайские макароны какие-нибудь. Они, может быть, раз в месяц в моем рационе, а может, раз в 2 месяца. Жирное и сладкое, вот в виде шоколада или готовых конфет, или печенья, я в последнее время не могу вообще есть. Мне просто... Вот я возьму кусочек шоколада в рот, мне такое впечатление, что там просто сплошной сахар, и мне неприятное очень чувство. Я не могу его даже проглотить. Очень-очень неприятное, поэтому я это не ем. Я хочу пройтись по рискам при сухом голодании для вашей информации. Вы можете минимизировать риски сухого голодания, если вы соблюдаете все правила и внимательно прислушиваетесь к своему организму. Тогда вам не нужно бояться никаких рисков. Как в любой форме голодания, сухое голодание также имеет типичные симптомы. Например, головные боли, чувство голода, усталости. Однако при сухом голодании самая большая опасность – это обезвоживание организма. Разными людьми рекомендуется по-разному это делать. Кто-то говорит избегать физических нагрузок во время голодания. Посещение сауны не рекомендуется, пребывание там на жаре или в теплых местах, потому что вы там будете потеть, а это, значит, предотвратит потоотделение и обезвоживание. А кому-то, наоборот, хорошо физические нагрузки, он прекрасно себя чувствует. Поэтому обращайте особое внимание на признаки обезвоживания у себя. Организмы разные. К вот этим вот признакам относятся низкое давление, частое такое сильное сердцебиение, проблемы с кровообращением или с концентрацией. Иногда люди падают в обморок. Так что следите просто за своим состоянием. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, и они не исчезают в течение какого-то длительного времени, то для вашей же безопасности надо прекратить сухое голодание. И если они еще и позже не улучшаются, то обязательно обратитесь к врачу. Кому не рекомендуется сухое голодание? Есть противопоказания. Если у вас недостаток веса, хотя к этому мы еще вернемся, если вы беременны или кормите грудью, нельзя, естественно, детям и подросткам, эмоционально больным и подверженным стрессу людям с хроническими заболеваниями, которые должны регулярно принимать лекарства. Тоже вернусь к этому вопросу или скажу сразу, что я принимала регулярно лекарства, и тем не менее я начала голодать. Пожилые тоже не рекомендуется, хотя они очень успешно голодают и лечат свои болезни, это я знаю. Кто-то, чей метаболизм может гибко использовать жир в качестве источника энергии, тем, кто склонен к мигрени или головным болям, тем, кто зависит от кофе или чая, людям, имеющим глазные болезни. Вот последние 3 пункта, это ко мне относятся. И я, тем не менее, убрала многолетнюю, очень агрессивную мигрень. Про глаза я уже сказала, у меня катаракта, ее не убирают сухим голоданием. Это надо делать операцию. Кофе я пью, чай не пью, я его не люблю. И вот мигрень убрала. Тут я хочу сказать, я тоже регулярно принимала лекарства, и начав практику, через год я избавилась от одного из вот этих 2 лекарств. И 2-ю таблетку принимаю пока еще просто профилактически, могу уже и без нее обойтись. А про худых людей, это пункт 1, я слышала отзывы, что вес через какое-то время практики голодания нормализуется, потому что у людей начинает правильно работать очищенный организм. Немцы рекомендуют, я в этот раз обратилась вот к немецким источникам в этом видео, они, кстати, признают, что Россия более продвинута в теме голодания.
Вот немцы рекомендуют начинать подготовку к сухому голоданию постепенно и только тогда, когда вы здоровы, ну так, в общих чертах. Во-первых, поститесь не более 24 часов одного дня в месяц и посмотрите, как вы себя чувствуете. Сразу скажу, я не немка и начала с 36 часов сразу. Как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерть. В общем, вы должны голодать в периоды, когда у вас мало стресса, поэтому рекомендую выходные или отпуск, или вот какие-то дни, где у вас монотонная, может быть, работа, в общем, стресса нет. Очищение полезно в начале любого голодания. Это снижает нагрузку на кишечник и полностью опорожняет его, а это значит, что чувство голода у вас уменьшается во время голодания, и вы легко переносите вот этот вот день. Прекращение гидрации побуждает ваше тело сжигать больше жира, потому что жир может использоваться для производства метаболической воды. Это вода, которая производится вашим организмом внутри вас. При расщеплении 1 килограмма жира образуется около 1 литра 100 миллилитров воды. Где-то так. Проводились исследования. А водопроводную воду называют мертвой водой, которая может нанести вред организму из-за загрязнения, например, от сельского хозяйства или различных каких-то там в трубах что-то не то. Трубопроводные вот эти системы загрязнены. Напротив, живая вода – это вода, которая находится, это сок во фруктах и овощах. Ну, если, конечно, они с вашего огорода. Если купленные, то под вопросом. Вот именно вот эта живая вода из фруктов на выходе обеспечивает организм всеми важными питательными веществами, витаминами и минералами. И к вашему сведению, вы можете посмотреть, значит, хорошим индикатором является цвет вашей мочи. Чем она светлее, тем, значит, у вас больше жидкости в организме, чтобы так вы знали. Еще мне хочется вот сказать несколько слов про одного хорошего человека, это про Александра Редькина. С одной стороны, не хотела говорить, как бы думала, говорить или нет, потому что он недавно совершенно внезапно ушел из жизни в 36 лет из-за вируса. И чтобы мою, значит, причину упоминания его имени как-то, ну, не так поняли, не хотелось бы. Но и молчать, с другой стороны, я не хочу, потому что именно после его видео я стала практиковать сухой голод сразу. Вот без долгих раздумий. Ведь и раньше я была проинформирована на эту тему, насчет сухого голодания, но почему-то именно вот с его подачи я решилась сразу это практиковать. Во мне вот возник вот этот вкус и желание это сделать. Мой муж проходил, кстати, курс голодания у Александра, и первый раз он голодал при поддержке вот именно его команды. Хочу сказать, что вот Саша был очень светлым человеком, я вот всегда радуюсь, он намного, допустим, младше меня, да, и я всегда радуюсь, когда есть умные люди вот среди молодых, и они щедро делятся вот своими мыслями, своими какими-то выводами, наработками и знаниями. Поэтому я с удовольствием оставлю ссылку на его канал, который будет еще долгие годы вот нести свет людям. Я думаю, что уверена, что многие люди посмотрят его видео за последние 3 года вот прямо с благодарностью. Вот кто его не знает, ссылку я оставлю внизу. На сегодня все. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.